Привет. Я думаю, многие из вас в жизни сталкивался с таким явлением, как неверность или измена своей девушки, либо жены. При том, что ты человек серьезный, осознанный и всегда в отношениях стремился к спокойствию, гармонии. И это правильно на самом деле. Да, ты не всегда уделял должного внимания, где-то задерживался или пропадал на работе. Но ведь это для того, чтобы твоя роднулька ни в чем не нуждалась. И тут ты узнаешь об измене. И у тебя просто жизнь делится на до и после. Что вообще с этим делать? Как уже на начальном этапе знакомства выявить у нее этот червь неверности? Какие вопросы задать? На какие детали стоит обратить внимание? Сейчас я и об этом расскажу. Но самый главный вопрос – а чего ей не хватало? Почему она пошла на предательство? Потому что захотелось. Потому что тянет. На самом-то деле очень маленький процент женщин ищут этого самого спокойствия. Большинству нужна драма. Нужны эмоции. А женщина, которая руководствуется преимущественно эмоциями, на 99%, это всегда заложник своего больного сценария. И ничего с собой поделать не может. По сути, она не ведает, что творит. Морально-нравственная сторона у подобных девушек, она попросту отсутствует. Ведь ее надо воспитывать, а это работа. Это тяжело. Кроткость и уважение к своему мужчине – это тоже работа. А ведь потакать своим слабостям и оправдывать их гораздо легче. Вот буквально недавно ко мне обратился на консультацию мужчина, который узнал совершенно случайно об измене своей жены где-то на корпоративе. То есть, как объясняет это событие сама женщина. Ну вот мы выпили на корпоративе, конечно же, потому что все же пьют. Начальник вдруг ни с того ни с сего начал проявлять какую-то активность в ее сторону, да, знаки внимания. Делал это настойчиво. Да, ну, поскольку я была под шофе, дальше все как в тумане. И уже не успела оглянуться, как мы оказались на заднем сидении его автомобиля. Я просто не могла этому сопротивляться. Это как наваждение. Я не владела собой в этот момент. Вдумайтесь в эти слова. То есть мужчина, муж ее, все это время, все эти годы жил с женщиной, которая не владела собой. Состояние владела ею. Это то же самое, что сидеть на пороховой бочке и надеяться, что она никогда не сдетонирует. Просто надеяться, просто верить в это. Но это же абсурд. Но что самое интересное? Когда мужчина попытался с ней поговорить, что-то выяснить, она его еще и завиноватила. Сказала: ты мало уделял мне внимания. Знакомо, да? То есть чувство вины женщина в себе погасила за это время. А для этого нужны какие-то видимые факты, которые легко предъявить. Не уделял внимания, пропадал на работе, давно не дарил цветы, мало говорил ласковых слов, ну и так далее. Можно придумать все, что угодно. И ты искренне удивляешься, ведь вначале она была нормальная, даже поводов для ревности не давала. А тут я ее не узнаю, как будто в нее вселился какой-то бес. Как такое вообще возможно? Давайте копнем глубже. Здесь есть очень интересный коварный нюанс. Почему для мужчины это является неожиданностью? Почему он сразу не распознал этот червь неверности своей девушке или жене в самом начале? А дело в том, что он очень хорошо маскируется. Женщина, которая склонна к изменам, но наевшись всей этой эмоциональной драмы в своих предыдущих больных отношениях, всегда хочет от этого отдохнуть. Ее подсознание как бы говорит ей: все, давай, остановись, хватит, пора остепениться. И она ищет хорошего мужчину, тебя, который нацелен как раз-таки на эти серьезные, спокойные, созидательные отношения, где женщина – это надежный друг, надежный тыл и человек, на которого можно положиться, которому можно доверять. И фишка в том, что она
верит в это. Она искренне верит, что хочет того же самого в этот момент. Вот в чем парадокс. Если ты ее возьмешь и посадишь на детектор лжи, и он подтвердит. Он скажет, да, действительно, она подходит для серьезных отношений. Она пригодная женщина. Вон как оно работает. Но на самом деле вот тех самых нужных глубинных изменений настоящих, переосмысления картины мира и внутренних убеждений не произошло. Ее внутренние демоны находятся в состоянии анабиоза. Они просто дремлют. И вот вы сходитесь. Проходит год, может быть 2. И поначалу все хорошо. Она счастлива в этих спокойных отношениях. Проходит еще 1 год. Как-то становится скучновато, думает она. Проходит еще время. И вот оно, начинается ломка. Почему? Потому что в ее предыдущих отношениях, тех больных, от которых она отдыхает, на самом-то деле присутствовала эта эмоциональная драма, интрига. Когда ровно и спокойно, неинтересно. Дело в том, что вот эта запредельная страсть, которую она получала в тех отношениях, она неизбежно вызывает зависимость у человека, который склонен к этому. У слабого человека. И вот женщина потихонечку начинает искать, находясь в отношениях с тобой, начинает потихонечку искать этот эмоциональный ресурс. Сначала там клубы, потом отдохнуть с подругами, а позже поехать с этими самыми подругами в Турцию отдохнуть. Дорогой, ты же не против? Я так устала, и мне надо немного развеяться. Конечно, неопытный мужчина склонен доверять своей роднульке. И, конечно, отпускает ее. Хотя на душе неспокойно. Правда ведь? А там уже чувство свободы дает ей в голову. И приплыли. Происходит измена. О которой мужчина либо узнает позже, либо, возможно, даже не узнает. Паттерны поведения у девушек, склонных к изменам, закладываются еще в детстве. И именно поэтому как-то пытаться изменить или перевоспитать изменщицу – дело неблагодарное и в большинстве случаев не получится. Да, есть единственный способ, пожалуй, это религия. Только это способно направить женщину, так скажем, ее мысли в нужное русло. Прежде всего, признать в себе этот порок. А это неприятно, признавать, что в тебе что-то не так. Да? Это работа над собой. А большинство женщин, к сожалению, сейчас очень ленивы. К тому же гораздо удобнее, проще найти удобную для себя позицию в современной психологии, которая, конечно же, объяснит ей, что да, это твоя травма детства, но просто прими это. Прими себя, какая ты есть, и живи с этим. Не пытайся бороться. Не пытайся перестраивать себя. Удобная позиция, не правда ли? Именно поэтому прощать измену своей девушки или жены в 99% случаев просто бессмысленно. Хотя бы даже исходя из контекста твоего состояния внутреннего. Что я имею в виду? Это утрата доверия к ней. Утрата доверия приведет тебя к паранойи. Да, вначале ты будешь рад, ты будешь счастлив. Ты получил это болеутоляющее. Роднулька рядом. Но со временем тебя начнут поедать сомнения. А куда пошла? Почему задержалась? У тебя появится это маниакальное желание контролировать ее каждый шаг. Следить за ней. Как раньше уже не будет. Очень коварный парадоксальный вопрос. А что считать изменой? Что подразумевается под этим словом? Современный мир научил нас, что неверность – это, собственно, сама физическая близость, когда двое переспали. Удобно? Несомненно. Более того, тебя будут убеждать, что флирт с другим мужчиной – это нормально. Это просто ты такой неуверенный в себе.
ревнивец. Ведь женщина – это тоже личность. И она имеет право на близкое общение, в том числе и с другими мужчинами. А обняла и поцеловала она своего друга чисто по-дружески. Ведь у нас больше ничего не было. А ты должен доверять. Но, если говорить серьезно, на самом деле я убежден, что этот червь неверности на самом-то деле зарождается уже с помыслов. Женщина, которая дает себе разрешение, которая позволяет себе даже фантазировать о другом мужчине, не способна на любовь, на настоящую любовь, не способна отдавать. Женщина, которая уважает своего мужчину, просто не позволит ему испытывать дискомфорт. Она будет все делать для того, чтобы его душевное состояние пребывало в спокойствии. Ведь она дорожит этими отношениями, не правда ли? Если затронуть сами признаки, по которым можно увидеть, что женщина изменяет, то они делятся на прямые, явные, которые ты можешь увидеть, и косвенные, которые связаны больше с состоянием. То есть, что относится к прямым? Это самое банальное. Пароль на телефоне, который она тебе не говорит, потому что у женщины должно быть личное пространство. Это новые, нетипичные для нее увлечения, которые ей вообще не свойственны. Это новые слова в лексиконе. То есть, через все эти моменты ты как бы ощущаешь некий холод с ее стороны. Ты ощущаешь то, что она отдаляется от тебя. И у нее есть некий свое, так скажем, личное пространство, личная жизнь. Тебе кажется, что между вами появилась какая-то стена, какая-то преграда. Если говорить о неявных признаках, они, как правило, завязаны на состоянии, на поведении женщины. То есть, это что? Это резкая смена поведения. Что это означает? Что на женщину кто-то влияет. А, как правило, это мужчина, либо подруга. Что она в этот момент делает? Как распознать? Она резко уходит в себя, закрывается от тебя, становится холодная. Либо другая сторона, она наоборот становится более ласковой, более заботливой. И это на самом деле коварный сценарий, потому что мужчина в этот момент думает, что «О, как хорошо!» Он радуется. То есть, женщина вдруг начала проявлять заботу, она начала интересоваться, что у меня происходит. Она стала более нежной. Но что на самом деле происходит? Изменщица таким образом пытается, неосознанно опять же, сгладить свое чувство вины за то, что была неверна. Вон оно как. Кстати, здесь важно понимать, что если женщина подвержена влиянию кого-то, то значит сильную позицию ты, к сожалению, утратил. И мнение того другого человека, мужчины или токсичной подруги, или какого-то психолога, для нее является более авторитетным, чем твое. Это начало конца. То есть, здесь нужна полная реанимация отношений через инверсию доминирования с применением стратегии игнор либо дистанцирования. Но здесь уже все индивидуально, конечно. Итак, что же делать, если ты узнал об измене своей второй половинки? И есть ли профилактика того, чтобы в твоей жизни больше никогда не было предательства, и та партнерша, которую ты выбрал, была для тебя надежным тылом? Первое, что нужно сделать, это успокоиться. Осознать, что измена произошла, что это процесс необратимый. Это точка невозврата. То есть, не нужно на эмоциях идти на разговор с конкурентом, бить ему морду, или садить женщину за стол переговоров и выяснять с ней отношения. И выяснять причину. А почему же ты меня предала? Это не приведет к никакому результату. К тому же в состоянии аффекта ты можешь натворить дел, за которые потом, скорее всего, пожалеешь. Вместо этого ты должен накопить в себе готовность поставить точку. Возможно, придется выждать время на то, чтобы накопить в себе это чувство злости, негатива,
к самому себе прежде всего. За то, что ты когда-то неверно выбрал спутницу жизни. Посмотреть в глаза этой женщине, которая ежедневно тебя обманывает. И как только ты будешь готов, тихо и спокойно собрать вещи и разойтись. Или подать на развод, либо просто разойтись, выставить вещи. Да? То есть эмоции нам здесь не помощник. Потому что зачастую мужчина совершает ошибку. То есть он, естественно, сразу затевает скандал, высказывает все, что думает. Да, он может выставить сразу же женщину за дверь. Но он не накопил этой готовности. Что происходит дальше, как правило? Проходит неделя, может быть месяц. Мужчина подумал, может быть, все-таки я погорячился. Вроде самой измены и не было. Она сказала, мы только целовались. И идет к ней. Еще и извиняется. Понимаете, в чем коварство? И чем это является по факту для женщины? Это является легализацией той самой неверности, которая в ней сидит. Прощать ли измену своей женщины? Скорее нет, чем да. Важнее другое. Это должно быть точно не сиюминутно и точно не сразу. Она должна на длительной дистанции доказывать тебе, что переосмыслила свою жизнь, переосмыслила свои морально-нравственные ценности. Возможно, пришла к религии. Но опять же, это крайне маловероятный сценарий. Потому что современный информационный фон просто не позволит ей этого сделать. Ведь соблазн жить легкой, беззаботной жизнью, не работая над собой, сейчас очень высок. Никто не хочет трудиться. Гораздо проще идти на поводу своих эмоций, прикрываясь лозунгами из современной психологии, да, живем один раз. Нужно наслаждаться жизнью. Также не стоит забывать, что вероятность рецидива девушки все-таки возможна. Достаточно велика, я бы даже сказал. И может стрельнуть через несколько лет. У меня был случай на практике, когда мужчина простил изменщицу, и 15 лет было все хорошо. 15. И повторная неверность случилась. Поэтому здесь уже решать вам. Но я бы поступил другим путем. Я бы отсек от себя и вообще в своей жизни женщин, которые предрасположены к изменам, которые способны на неверность. Зачем мне терять время на какие-то проверки, полагаться на доверие, если я могу своими глазами на начальном этапе уже отсечь то, что мне не нужно. И единственный способ это сделать, это уже на этапе знакомства, на первом свидании, начинать фильтровать женщину. Да, на это нужен некий опыт, нужна практика обязательно. Задавать ли вопросы напрямую девушке? Не всегда. Зачастую это просто не имеет смысла. Ведь на самом-то деле мало какая девушка признается, что в своей жизни она была любовницей и встречалась с женатым мужчиной. Без обязательств. Мало какая девушка признается, что у нее было много партнеров. И вот здесь гораздо эффективнее задавать правильные вопросы, которые по-настоящему раскроют ее суть. Например, очень важные вопросы касаемо ее детства, ее семьи. А насколько в ее сознании присутствует эта правильная модель. Если она выросла в семье, где царит спокойствие, благодать, гармония, то это уже о многом говорит. Это значит, что в ее картине мира уже присутствует это явление. И уже здесь мы можем сделать вывод, что вероятность на измену здесь достаточно низка. Что еще мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть ее социальные сети. Ну как же без этого? Здесь на самом деле еще проще, потому что по фотографиям можно определить, насколько девушка ищет этот эмоциональный ресурс. Да, насколько откровенны ее фотографии. Да, понятно, что сейчас тенденции немного поменялись. И, так скажем, откровенные фотографии не в тренде. Сейчас все за семью. То есть никаких
открытых, откровенных частей тела ты, возможно, не увидишь. Но здесь опять же важно смотреть между строк. Можно смотреть на ее позы, как она на этих фотографиях позирует. Можно смотреть на ее взгляд. Это все выдает на самом-то деле. Опять же, для того, чтобы замечать эти детали, ты должен повысить кратно свою экспертность в этом вопросе. Иначе ты просто как слепой котенок будешь проверять все собственным горьким опытом. Поэтому рецепт прост. Повышаем свою экспертность и отсеиваем женщин, способных, склонных к измене, уже на начальном этапе. Это самая эффективная тактика, которая позволит тебе попросту не терять время, не терять нервы, не терять ресурсы. Потому что жизнь одна, и если ты реально ищешь этого спокойствия, ты не должен играть роль. Потому что очень много мужчин, к сожалению, инфантильных, которые, да, выбирают женщин кротких для семьи, но в итоге потом начинают ходить налево. На самом деле это слабость. Не делай так.